Вот так просыпаешься утром, выходишь на кухню, а меня на кухню встречает жена и Миша Прыгунов. Прятался, всю ночь стоял. Здорово, Мишаня. Привет. Ну так, Мишаня решил проводить меня в аэропорт. Вот, красавчик. Собираемся. Сегодня у меня будет перелет из Москвы в Лос-Анджелес. Вот, и потом из Лос-Анджелеса, там поработав пару дней, поедем в Париж, в Рим. В Риме у меня 2 семинара. Из Рима поедем во Францию. И на 1 день буквально. И из Франции вернемся в Москву и поедем на кемп. Ну вот, Мишаня, спустя какие-то 12,5 часов лета, после того, как вы меня проводили из холодной Москвы, где начинался снег, я уже иду по пляжу, любуюсь океаном. Вот, все хорошо. Спасибо еще раз, Мишань, что приехал. Надеюсь, у вас с Леной съемки прошли хорошо. Вот, пользуясь случаем, передаю привет всем твоим подписчикам. Думаю, что часть из них следит за моими похождениями, поездками тоже. Вот, всем удачи, друзья мои, всем удачи. Ребята готовятся к Хэллоуину уже. 31 октября будет Хэллоуин. Вот она красота. Рай, ё-моё. Продуктовый гастрономический рай. Где есть все на свете. Были бы только бабки, ё-моё. Затарились мы с дорожки. Как всегда, 2 моих любимых сока. Взяли курочку готовую. В этом магазине можно брать, не боясь, что траванешься, 100%. Хамончик, маслиночки, оливочки, сушки. Как же без биф-джерки? Конечно же, биф-джерки. Сырочек, манго. Арбуз за 7 баксов, бля. Как люди отреагировали с видео на грид на арбуз за 7 баксов. Так, это я не знаю, это дыня, скорее всего. Да, дыня. Кокосы и 2 лимонадика яблочных. Вот. Посмотрим, сколько сейчас все это дело у нас выстрелит, в какую сумму. Ну вот, не успел я приехать, уже попал на $143. Прям с дорожки такой сюрпризик. Дорого, конечно. Дорого. Ну что делать, жрать хочется. Нас регистрируют в отеле 2 девушки, и угадайте, какой вопрос они задали мне. Сколько у тебя бэксквот? Сколько ты приседаешь? Вот такой вот вопрос задают в Калифорнии, когда вы регистрируетесь в отель. Так выглядит мой дом на следующие 4 дня.
с таким вот видом. Город называется Вентура. Мне кажется, нормально. Красота. 10 октября, суббота. Приехали мы в новый джим. Вот, называется он Beachside CrossFit. Вот эти 2 дня, суббота и воскресенье, будем проводить здесь. Блин, прикольно. Вот как умеют они плакаты делать. Смотри, какая красота. Надо мне его отжать на память себе. Попробуем. Вот, что мне понравилось, что здесь есть блины цветные. Вот, как я уже и говорил, есть блины, есть цветные блины, есть шанс, что они меня заведут, и я что-нибудь забабахаю. Тяжелое, хотя что-то я не уверен. Вот. Посмотрим. Хозяин зала сам штангист, поэтому, естественно, все у него в штангах. Вот, готовится он на чемпионат Америки, который пройдет в декабре, American Open. Вот, все круто. Еще меня порадовало то, что есть здесь среди всего этого хлама есть несколько неремельных штанг. Вот. Все нормально. Вчера весь день загорал, вот, подзагорел, вот, поэтому мышцы немножечко такие расслабленные, но связочки, суставы побаливают. Вот, надеюсь, что все будет нормально. Вот так.
Как вы видите, второй день меня в Калифорнии прессует. Что-то, бля, я не знаю, усталость накопилась или еще что-то, но прям вот так тяжело. Вчера в рывке убивала, сегодня в трастерах моих любимых убивала. Последний вес был 184 килограмма, она смотрится как 180, но это 184. Там все в паундах, как всегда в Америке. Вот поэтому 184 сегодня справился, но надеюсь, в Италии и во Франции меня попрет больше. Здесь что-то не прет меня, только загар прет. Вчера я работал в своих Адистар штангетках еще с 2012 года, с 2011 года. И что-то меня в них не поперло. И сегодня пацан один говорит: давай поменяемся с тобой на Nike. Вот, короче, у меня теперь черные Nike, которых у меня никогда не было. И хозяин этих штангеток Pete Shoes. It's correct? Pete Shoes. Change Adistar to Pete Shoes. Закончил я свою тягу. Сегодня прет немножко все-таки больше, чем вчера. Не знаю почему, скорее всего, более положительные эмоции. Как думаете, почему? Смотрите, какой у меня цветник тут. Вот поэтому прет сегодня немножко лучше, бля. Нормально. Sorry, dude. I meant to just smell like it up Вот. Overhead squat. Chin up, chin up, chin up, chin up. Вот. You feel your legs? Stand up. Now overhead squat. Where is your lunch? Yes. So? You okay? Good. Higher, come on, explosive. Good, man, good, come on, non-stop. 10, finishing 10 reps. Go. Yep. Good. Hey. You should. Good, go. Whoop. Good. Yep. Higher. Toes down. Up. Good. Toes down.
Higher, touch ceiling. Touch ceiling. What's happening? Go. Yep. Yep. Закончился 158-й семинар. Опять я без голоса, но довольный, как всегда довольный. На улице темно. Завтра у меня утречком до часа дня есть время понежиться еще немножечко под калифорнийским солнышком, позагорать, покупаться. Good luck! И потом поедем в аэропорт и полетим, я думаю, в холодную Италию. Следующий семинар у меня будет в среду и четверг в Италии, в Риме. Там я уже был. Кроссфит называется Black Shark. Я думаю, если ничего не поменяли. Дальше, отвечаем на вопросы. Есть ли у тебя желание провести небольшой чемпионат по тяжелой атлетике среди любителей, например, в новом зале? Вот, если честно, непонятна цель этих соревнований. Вот я понимаю, когда у меня было, например, желание провести Clock of Power Weekend, да, мне хотелось что-то преподнести новое, показать тяжелую атлетику немножко с другой стороны, да, под немножко новым углом, под которым никогда тяжелую атлетику раньше не видели, да, и тем самым привлечь внимание к самой тяжелой атлетике. У меня есть желание провести соревнования для детей, турнир, типа такого, который проводит Дмитрий Берестов. Это есть, да, но провести соревнования среди любителей, там, взрослых, я просто цели не вижу. Цель какая? Вот, если я что-то не понимаю, пожалуйста, тоже объясните мне. Может быть, оно и нужно, только я не допру. Вот, я пока не пойму. Есть ли соблазн, когда на семинарах окружают молоденькие, упругие женские тела? Знаете, я очень ценю слово «профессионал». Я стараюсь во всем, чем я занимаюсь, быть профессионалом, да? И в том деле, которым я сейчас занимаюсь, именно касаясь семинаров, мне кажется, это самая глупая и самая непрофессиональная вещь, которая может только быть. Повестись на какие-то такие провокации, которые могут последовать от девушек и так далее. Вот, поэтому никогда такого не было, и я уверен, что не будет. Это непрофессионально. Здравствуйте, можете ли вы выделить город с более увеличенной публикой на ваших семинарах и заметили ли рост популярности тяжелой атлетики среди девушек? Сразу сходу могу сказать, что Швеция очень маленькая страна, но при всем при этом она проявляет огромный интерес к моим семинарам, и каждый семинар заполняется на 100%. Конечно, и другие страны, другие города тоже заполняются на моих семинарах, так как Америка, там, Австралия и так далее, но это крупные города, это крупные страны. Приведем пример, например, Гетеборг в Швеции. Гетеборг – маленький город в маленькой стране, но через 3 недели, да, я лечу опять в Гетеборг, и это будет уже 7-й и 8-й семинар в этом городе. То есть в маленьком городе будет сделано 8 семинаров за 2 года, и на каждом семинаре по 30 человек.
То есть такого вообще нигде нет, я очень удивлен этим. Что касается вопроса по поводу женской тяжелой атлетики, знаете, я сейчас уже перестал кроссфит делить с тяжелой атлетикой. Для меня это единый вид спорта, и для меня это единая аудитория, единая комьюнити. И девушек действительно очень сильно привлекает кроссфит. И в кроссфите, так как в кроссфите 60% это работа со штангой, то можно сказать, что тяжелая атлетика популярная сейчас. И девочкам это нравится. Вот даже семинар, который был у меня сейчас в Вентуре, в Калифорнии, тому подтверждение. Вы сами видели, сколько девушек на семинаре. И все делают этот рывок и толчок. Вот. Я думаю, что такого невозможно было представить несколько лет назад. Поэтому все идет так, как надо, как запланировано. Меня называют постоянно мажор. А я мажором на самом деле никогда не был. Если человек, который разбирается в ситуации, он знает, что на самом деле я не был мажором. Мне отец последний раз давал мои деньги карманные, не соврать бы, может быть, в 97-м году, когда мне было 14 лет, да. То есть мажор — это тот, который живет за деньги родителей 100%, ему ничего не надо делать, он просто наслаждается жизнью. У меня такого никогда не было, за что спасибо моему отцу, да. Даже при его возможностях много лет назад он меня не расхолаживал, да. То есть он мне постоянно давал подзатыльники вместо того, чтобы давать карманные деньги. За это я ему очень благодарен. Поэтому я не был мажором и надеюсь, что мне удастся создать определенный бизнес на своей фамилии, и оно будет работать на дальнейшее поколение. Во всяком случае, у меня есть такое желание и мечта. Дмитрий, какие планы насчет бодибилдинга? Планируете ли вы выступать? Знаете, у меня очень много вопросов именно по бодибилдингу и кроссфиту. Планирую ли я выступать по бодибилдингу или кроссфиту? Знаете, я закончил спортивную карьеру по нескольким причинам. Скорее всего, 60-70% того, что я завязал, это все-таки политическое. И остальные там 30-40% это другие причины. И одна из этих причин, то, что я устал быть профессиональным спортсменом. Я устал быть профессионалом в плане спорта, да. То есть, когда ты профессионал, ты лишаешься очень многих удовольствий в жизни, ты лишаешься своего свободного времени и так далее. Ты постоянно живешь в каких-то рамках, в каких-то ограничениях, и я именно от этого устал. То есть, когда вы задаете вопрос, хочешь ли ты выступать по бодибилдингу, да, я буду выступать еще по бодибилдингу, да, то есть Кубок Ешенькина — это был первый, но не последний мой старт по бодибилдингу, но это все для удовольствия, для развлечения. Вы задаете вопрос, я уверен, 100% с целью узнать, а не будешь ли ты там бороться за какие-то там другие места, да, то есть когда меня проецируют на кроссфит, все сразу хотят увидеть соревнования, какой-нибудь баттл между Рич Фронингом и Дмитрием Клокиным. Ребят, Рич Фронинг — это профессионал в кроссфите, человек, который только спит, ест, тренируется и все. Его зарплата, его спонсоры покрывают все его нужды, он нуждается только в тренировках и отдыхе. Это профессионал. Если я поставлю себе цель выступать в кроссфите, я должен закончить весь свой бизнес, я должен опять, как и раньше, вернуться там на базу, только готовиться. Только так можно достичь действительно каких-то результатов. И именно от этого я устал. Я устал жить на базе, думать только о спорте и так далее. Поэтому, что касается бодибилдинга, что касается грида или кроссфита, я буду выступать, потому что я люблю спорт, я люблю себя испытывать, но это будет на любительском уровне, не на профессиональном. Я устал быть профессионалом. Здравствуйте, Дмитрий. Что вы посоветуете начинающим бизнесменам и какие глобальные ошибки вы совершали, ведя свой бизнес? Буду очень благодарен за ответ. Удачи вам и процветания вашей семье. Знаете, мне кажется, что вы меня немножко рановато ввели в ранг бизнесмена. Я абсолютно еще не бизнесмен. И даже если кто-то и может меня назвать бизнесменом, то это такой низкий уровень и такой маленький стаж и опыт, о котором я даже просто не могу заикаться, так как я привык давать советы только в том, в чем я разбираюсь. Да, разбираюсь я
только в штанге. И все, такой вот тупой штангист. В бизнесе я пока не могу давать советы вам. Это очень рано, у меня нет опыта для этого. Поздно ли в 14 лет начать заниматься штангой? Нет, не поздно. Я начал заниматься 10 декабря 1995 года, когда мне было 12 лет. Почти 13, потому что мой день рождения 18 февраля. Вот, буквально через 2 месяца после того, как я начал заниматься, поэтому я начал заниматься в 13. Поэтому, если вам 14, то это не поздно, это самый расцвет сил для начала занятия спортом. У вас уже поскольку сформировался организм. Вот. Вообще, мне кажется, вот 13-14 лет самый оптимальный вариант. Дмитрий, можете сделать видео про штангетки разных производителей? Хотелось бы услышать ваше мнение. Что, как выбрать и так далее. На самом деле, такое видео я делал уже. Было это не на моем канале, но на канале Андрея Скоромного, где я приволок все свои штангетки разных производителей. А было у меня штангеток очень много. Я практически пробовал все штангетки, кроме одних российского производства. Вот. Которые сейчас у нас в России делаются. Я их не пробовал, потому что чисто даже по внешнему виду я вижу, что это не особо хорошие штангетки. И для моего уровня я могу себе позволить немножко другие штангетки. Только из-за этого я их не пробовал. Что я могу сказать про штангетки? Ребят, единственное различие между штангетками — это высота каблука. Nike, вот, которые мне сейчас на этом семинаре ребята дали, с которыми мы поменялись, у них немножко каблук выше, чем у Reebok, Adidas или других известных производителей. В чем это плюс, в чем это минус? Если у вас плохая гибкость, если у вас плохой подворот в локтях, когда вы берете на грудь, или у вас плечи не заходят назад в рывке там, или в толчке, и вы используете Nike, то у вас штанга будет еще больше впереди. И я вам советую поменять штангетки Nike на Reebok или Adidas, или на русские, или на другие. Вы немножечко просадите туда назад, там на груди или в рывке, и это немножечко вам поможет. Если у вас проблема такая, что вы постоянно заваливаетесь назад на грудь, если вы постоянно бросаете штангу назад в рывке, и вы используете Reebok или Adidas, я вам советую поменять на Nike, потому что вы немножечко сядете выше, у вас будет подъем немножко выше, и прием будет немножечко пожестче. Вот и вся разница. Все остальное только дизайн. Ничего особенного больше в этих штангетках нет. Ну и, конечно же, цена. Ну, я вот считаю, что за Nike абсолютно необоснованная цена. Reebok, я считаю, самая оптимальная цена. Вот на мой взгляд, вот эти вот 6,5-7 тысяч, это абсолютно адекватная цена. Это не кроссовки, которые производятся в огромнейшем количестве в Китае. Это штангетки, у них тираж немножко меньше, это немножко другой спрос, поэтому это немножко другие технологии, поэтому цена немножко выше, чем у кроссовок. Это нормальная цена. Но когда Nike там по 12 тысяч рублей, за что? За что? Я не понимаю. Вот они того не стоят, честно, ребят. Reebok нормальная цена. Adidas есть тоже разные. Есть там Adistar, есть вот эти вот дешевые там за 4,5 тысячи. Классные штангетки. Вот берите самый дешевый Adidas, он будет точно такой же, как Nike. Если у вас нет проблем, вот я говорю, с гибкостью, если вам не надо подниматься чуть-чуть выше, Adidas за 4-3 тысячи, вот за эти 5 тысяч самый оптимальный вариант. Не нужны вам дорогие штангетки. Это для мажоров. Я же мажор, вы же меня называете мажоры. Вот поэтому я и теперь в найках. Я же мажор. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, кого вы считаете самым одаренным штангистом в мире и кто больше всего у вас вызывает восхищение? Знаете, это вопрос, который мне задают на каждом семинаре, и я всегда отвечаю так. Я практически знаю всех современных штангистов, не только как атлетов, как штангистов, но и персонально. И в 90% случаев, если штангист, если атлет какой-то является хорошим штангистом, то он является редиской по жизни. Если человек хороший по жизни, вот такой вот хороший, действительно, когда можно сказать, пацан, мужик,
то он не совсем хороший штангист. Поэтому я всегда воздерживаюсь от этого ответа, потому что я не могу советовать и хвалить кого-то, когда я знаю его с двух сторон. Могу сказать, что для меня лично кумиром и примером, и человеком, который меня мотивировал, был Дима Спирос. Вот. Я его немножко знаю как человека, потому что мы с ним работаем в Международной Федерации в комиссии по атлетам. Я его немножечко знаю как человека, мы немножко с ним пообщались. Я его не знаю близко, но как атлет он действительно меня мотивировал. Когда я начал заниматься штангой, именно на этого штангиста я хотел быть похожим. Вот так вот. В мире существует только два места, откуда я всегда уезжаю с грустью и тоской. Это Россия и Калифорния. Лежит у меня душа здесь. Чувствую я себя в этих двух местах на планете как дома. Вот, но я скоро сюда вернусь. Следующий семинар в Калифорнии, в Сан-Диего у меня будет 17-18 ноября. Буквально месяцок. И вернемся. Поехали. Сейчас стою, жду, пока за мной приедут гостиницы на семинар. И вот рядом с гостиницей растут гранаты на деревьях. На самом деле первый раз в жизни вижу, как растут гранаты. Сейчас попробуем, какие они на вкус. Вот так она смотрится внутри. Кислые. Кислые. Почти позавтракал, да. Сейчас пойдем что-нибудь еще посмотрим. Может, что-нибудь еще растет. Я думаю, всем знаком звук перфоратора. Вот эти вот нехорошие дядьки, редиски. Второй день меня будят, блин. Не дают мне поспать. CrossFit Black Shark, как и обещали. Morning. Приготовили поляночку. Сейчас будем показывать, что такое кроссфит. Вот из кроссфит. Покажем, что такое тяжелая атлетика. Ничего в зале не поменялось. За годик все то же самое. Вот в тот раз меня здесь не особо перло. Посмотрим, что будет в этот раз. Надеюсь, попрет.
Ну не сказать, что сегодня пруха, но 185 килограмм преодолел. Все круто. Главное, не поломался, как всегда. Думаешь, в 32 года уже думаешь, только бы не поломаться. И все равно еще хочется лазить на веса. Не надоело мне еще. Привет, Дима, я Антоний из Италии, и я тебя обожаю, потому что ты сильный чемпион мира, и не знаю, что еще сказать. Спасибо за все, надеюсь, увидимся еще. Давай, на следующий год увидимся. Давай, увидимся, давай. Good luck. Пацан, когда пришел на семинар и начал говорить по-русски, я подумал, что он русский, но долго жил в Италии и там разучился. Оказывается, что он итальянец, настоящий итальянец, просто он учил русский в институте там или в академии, хрен его знает, но по-русски говорит просто пипец, красавец. Вот. Закончили мы семинар, как я и говорил, в Black Shark. Вот семинар номер 159. Вот мой транслейтер. Что-нибудь по-итальянски бахнем. Типа. Вот такой вот переводчик, да? Вот, все. Завтра в час вылетаю в Париж. Долетаю до Парижа, там возьмем такси, поедем на вокзал, потом на поезде едем в город Дижон. Дижон, да, если я не ошибаюсь, это рядом с Парижем. Короче, завтра будет долгий день. Сегодня семинаром доволен. Как попахал, я доволен. Все нормально. Все, поехали кушать. Нормально, да? Нормально. Приехали после семинарчика купить пожрать. Сейчас сравним американские супермаркеты с итальянскими супермаркетами. Знаете, на наш перекресток похож. Так, не колхозно, хотя в принципе это не центр города, это такой пригород. Ну, такой достойненький. Точно не Магнит, точно не пятерочка и не копеечка. Фрукты точно с американскими фруктами не сравнятся.
Вот, смотрится даже все не особо привлекательно, потому что в Америке больше смотрится привлекательно, нежели некоторые фрукты на вкус, например, там как ягода малина, да, вот она смотрится просто бомба, но она на самом деле невкусная. Вот здесь они, может быть, фрукты и вкусные, но они смотрятся нехорошо, смотрятся некрасиво смотрятся. Добрался я до Парижа, изо рта уже идет пар, блин. Сейчас еще денечек, вернусь в Москве, там вообще уже, видимо, снег будет, не знаю, не уверен, но что-то мне кажется, что в Москве снег. Вот сейчас у меня есть 1,5 часа, чтобы из аэропорта Орли добраться до Шарль-де-Голль Train Station, до вокзала. Не знаю, успею, нет, потому что самолет задержался. Вот, сейчас будем смотреть. И поедем в другой город. Далее. Ох, морозец. Just one moment. All set. Let's go. 1 hour and 5 minutes. 1 hour 5 minutes, да? Okay. If this true, we will in time. It's true. It's real time. Сказал, что час 05 ехать. У меня 1,5 часа, чуть больше, час 35 до отправления поезда. Не люблю я эти ситуации. Посмотрим. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux 4 vents, un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en allerons. Боялся я, что не успею. Задержался мой самолет на час. Вот, и плюс ехали на машине 1,5 часа. Вот, и остается буквально 25 минут до отправления, даже меньше 22 минуты. И еще даже не началась посадка. Еще даже не объявили, какой у меня перрон. Я таких слов-то уже забыл, ё-моё, как слова такие забыл. Вот, короче, все, я успокоился, семинар будет. Будет семинар в субботу, все нормалек. А то я уже Григорьевне написал, говорю, смотри мне билеты. Она нашла самый дешевый за 77 тысяч в одну сторону. Из Парижа до Москвы. Короче, жопа была бы полная. А так все нормально, все успеем. Ne pleure plus ma mère, ton fils est maintenant. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais Все, как видите, все нормально. Уже сижу в теплом, комфортном салоне. Затарился даже, успел. Все нормальненько. Сейчас час 40 потрястись. И все, потом в отельчик. Завтра 9 утра. Начало семинара, будем что-нибудь дал-дал делать. Со мной рядом такие вот молодые юные француженки сидят. Посмотрим, что назад на семинаре ждет. Все, далее, приятного аппетита, если едете. Время 8:39 утра. Дижон. 1,5-2 часа езды от
Парижа. На улице 5 градусов. Вот, и первый вопрос, который я задал, когда меня встретили возле отеля: будет ли тепло в зале? Ну, теперь смотрите на зал. Вот эта улица, вот это уже зал. Ответ понятен? Так же, как на улице, блядь. Пипец. И здесь нам, короче, сегодня провести надо будет 10-12 часов. Не знаю, главное, бля, не заболеть. Главное не заболеть. Вот такой зальчик. Небольшой, холодный, блядь, все в одежде стоят. Он 8:40 утра. Короче, если я заболею, считайте меня коммунистом, блядь, как говорится. Что-то я очкую. Ладно, пошли переодеваться. C'était un peu. Bah, on a entraîné les cuisses. Et du coup, il peut vous dire oui, comme on est les cuisses faibles, faites 10 fois à chaque fois, tous les jours, 10 fois par 10. Allez. Ну, как вы видите, у нас время 2-й час дня. Вот мы с Лизой, с моим переводчиком, только закончили первую часть семинара, показали, рассказали все дополнительные упражнения. Вот Лиза всех их поучила. Сейчас начинаем тренироваться. Замерзли. Что, у тебя нормально? Да, все Нет? отлично, все И не замерзла? замечательно. Я не замерзла, очень интересно, очень продуктивно. Ну, обманывает, стоит. Я не замерзла. Все замерзли, все охренели, ё-моё. Просто многие приехали с разных городов, даже некоторые приехали из других стран. И все, конечно, охренели. Что-то никто не ожидал, что будет настолько холодно. Ну, реально, на улице. Хоть и закрыли эту дверь, но все равно мороз, блядь. О, сейчас покажу, как люди одеты. В капюшонах, в куртках. It's not too cold for you? Not too cold? Сейчас медленно поехали вверх, колени в сторону. Tu les suis. Mais lentement, vas-y, monte. Mais... Колени в сторону, в сторону. Хорош, стоим. Пусть прочувствует, что весь вес тела на бедрах. Стоп. Вот пусть напряжется, он стоит расслабленно. Таз выше. Стоп, донут. Батхай. Стоп. Just legs, go. Slow. Hit. Ничего, но руками немножко прихватил рановато. Эй, коуч, все нормально? Отлично. Лучше мне. Но я уже своих ног не чувствую. Чувствую, что приходит мне жопа. Поэтому я на обед буду терафлю. Терафлю сразу. Представим, что я уже заболел. Что я, мне кажется, 100% заболел. Ему 10-12 часов в зале находиться. В холодном. Нет. Сопли и льют градом, блин. В здоровом теле здоровый дух. Да, ну ты наяриваешь, блин. Что тут у тебя? Рукола, помидорчики, тунец и оливки. Ты мажор, что ли? Знаешь, что он мажор? Ты помнишь, что мажор? Я не мажор, я только учусь. Сейчас будем бодяжить супер пруху. Кофе и терафлю. Зачем, не знаю. Хочу проснуться и не заболеть. Вот, собственно, из этих соображений и родился этот гениальный рецепт
Кофе, Être malade, la poudre, c'est quand on prend un gris. кофе с терафлю. Ваше здоровье. On va faire de l'exploration. Ты им сейчас переведешь, они ни хрена не поймут, скажут, что за лажа, бля. Super power drink. This better than Kill Cliff. Yes. Вот сегодня 160-й семинар, и такое у меня, я был везде, в разное время года и так далее, но такое я первый раз вижу. Под одеялом сидят, ё-моё, под одеялом. Ну куда это уже годится-то? Вот. Что, продолжаем? Are you ready to start? Continue? Too cold. Что, готово? Готово. Одеяло надо? 22, 29. 12, сколько мы, 12 часов отпахали? 13? Хрен, я уже не считаю. Вы помните, как эта вся красота смотрелась, когда мы сюда приехали? Все нормально, я доволен. Отработал я этот тур. Вот сейчас поедем до Женевы на машине. Вот с товарищем, который все никак свою тунца не доест. Время нет, пахал много. Вот, поедем мы в Женеву, 2,5 часа. Там немножко поспим в отеле, который находится рядом с аэропортом. И завтра уже рано утром полетим в Москву, в холодную Москву, наверное, такую же, как и здесь. Вот еще раз спасибо этой девочке. Научила меня многим нехорошим французским словам, в смысле хорошим, там, камильфо, там, как этот, ансамбль. Ну, я вам потом расскажу, приеду. Все, guys, thank you very much. Good luck. Good luck. По дорожке на заправке заехали, купили покушать. Будет это мой сегодня и завтрак, и обед, и ужин, так как сегодня я еще не ел. Вот, взял такого мяска. Вот, взял ветчиночки. Взял сырочек. Классический набор. Бананчики и Gatorade. Вот такой вот у меня сегодня не ахти рацион. Но действительно сегодня очень много времени ушло на перевод. Вот, даже хотел я потренироваться, вот, но очень много времени потратили на перевод, и время потренироваться вообще не осталось. Вот так вот. Вот осталось нам еще 180 километров. Всего было где-то 270. Вот, едем. Время почти 12, а вылет у меня будет в 11:55 утра. Поэтому поспать сегодня не особо получится. Дали. И тут мы такие раз-раз поехали, короче. Да, короче, месяц был такой, жесткий. У меня начал на всех кидаться. На диете? Ну, как бы, там я начал урезать угли, потому что уже, гречу начал прогресс вначале был хороший, а потом начал замедляться. И, никак не мог, боялся, что не выйду на вес. Вот. Там ни много ни мало надо было 7 килограмм скинуть. Боялся, что не выйду. Вот. Начал еще срезать. Этих углей срезал, и такой немножко нервно становишься.
воскресенье. Я все еще нахожусь пока в Европе. Сейчас вот жду свой шаттл, автобус до аэропорта. Возвращаюсь я в Москву. Вот, в Москве Лена передаст мне ключи от моей машины. Я заберу 4 ребят, которые сегодня приезжают на кемп. Остальных забирает Дима Берестов. Вот, уже там их встречает по разным аэропортам. Вот. И 2 недели, следующие 2 недели буду торчать, отдыхать. Для меня это как отдых в Чехове. Вот. Цель этого видео, которое вы сейчас посмотрели, это, скорее всего, просто показать то, чем я занимаюсь, потому что кто-то за мной следит, возможно, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. И вы постоянно можете видеть разные посты, семинар там, семинар сям. Вот, зачастую это такие звучные, громкие, звучные места. Вот. Да, это и интересно, и хорошо, это классная работа, но иногда это бывает еще и тяжело. Вот поэтому хотелось просто показать максимально лайв, как это происходит, как прошли мои последние 9 дней. Вот, если вам понравилось, ставьте лайки по программе Миши Прыгунова. Вот, а я возвращаюсь домой. До новых встреч. Следующее видео будет уже из Чехова.